Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня у нас в машине опять очередная проблема. Именно разбился сайлентблок наконечника рулевой тяги, реактивной тяги. Вот он находится внизу. Для этого мы снимаем колесо. Запаску смотрим. Видно, что в этом месте сайлентблок разбит и появился очень большой люфт. Необходимо теперь этот сайлентблок заменить. Я уже купил готовые, новые. Вот так они выглядят для автомобиля. ЗАЗ 1102 и 1103 идентичны. Будем менять. Для начала нам необходимо машину поддомкратить, снять левое переднее колесо, и после этого будем добираться до рулевой тяги. Ее нужно будет снять. Приступим. Для поддонкрачивания машины под заднее переднее колеса, под заднее левое переднее правое поставляем упоры. В нашем случае это обычные кирпичи. Я использую для подстраховки автомобиля обычный пенек, чтобы он не впрыснул донкрата, ничего не повредил. Нам понадобится ключ для снятия колес и донкрат. Начнем донкратить с помощью отвертки. Разравниваем усики шпонки фиксации. Выравниваем усики плоскогубцами. Чтобы они были строго ровные. Нажимаем. И вынимаем шпонку. Вот она какая погнутая. Теперь с помощью ключа на 17 рожкового откручиваем гайку стопора против часовой стрелки. Он имеет мелкий шаг резьбы. Теперь с помощью специального съемника снимаем рулевую тягу. С подвеса. Чтобы не повредить пыльник, снимаем кольцо фиксации пыльника и немножечко его опускаем. И образовавшуюся щель вставляем съемник. После того, как мы сняли тягу рулевого механизма, нам необходимо установить сайлентблок в паз рулевой тяги. Для этого необходимо померить расстояние
штанги циркулем входное. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны на 1 мм оно шире. С той стороны, которая шире, с той необходимо и начинать вставлять сайлентблок. Здесь вот мы определили, что эта сторона шире, поэтому теперь берем, можно брать мыло, можно брать моющее средство любое, и теперь необходимо это все дело смазать. Ту сторону, ну, вы можете здесь целиком, для того, чтобы он хорошо зашел в свой паз. Так же само смазываем посадочное гнездо, посадочное место. Я использую моющее средство, потому что оно лучше скользит и позволяет более качественно смазать обе части. Теперь необходимо в тисках выставить необходимое расстояние и плавно зажимая их добиться посадки сайлентблока в паз. Это делать нужно аккуратно, не спеша, без перекосов. Слегка проворачивая тягу. Для успешного попадания можно использовать отверткой, которая слегка подправить сайлентблок в местах перекоса. Очень важно, чтобы он не перекосился. Для этого используется головка с-под набора, для того, чтобы резина зашла в нее и не упиралась в тиски. Необходимо стараться, чтобы она не перекосилась и нигде не заелась, потому что резина может повредиться, и в дальнейшем сайлентблок будет плохо работать. Вот так получилось у нас. Стоит сайлентблок на своем месте. Теперь необходимо установить ее на автомобиле в обратной последовательности. Я думаю, что будет все хорошо работать, потому что новое есть новое. Лучше, конечно, один раз поставить новую вещь, чем что-то ремонтировать старое. Поэтому вы посмотрите видео о том, как поменять сайлентблок на рулевой тяге. Это делается просто, если есть время, желание и настроение. Так что подписывайтесь на наш канал «Дело мастера боится». Будьте с нами, пишите свои комментарии и замечания. Всем пока!